нормальные влагалищные выделения имеют свои характеристики. Эти характеристики известны всем, но тем не менее нам все сложнее иногда бывает противостоять некоторым пациентам, которые, просто страдая какими-то дисморфофобическими расстройствами, вдруг начинают не любить какие-то свои физиологические особенности. Что такое вообще влагалищное выделение? Влагалищное выделение – это смесь, состоящая из жидкости с растворенными в ней белками, микроэлементами, дескламированными клетками эпителия и каким-то количеством бактерий. Количество выделений у женщины очень вариабельно, и зависит оно от невероятно огромного количества факторов. Это сексуальная жизнь, контрацепция, беременность, небеременность, активность физическая, активность сексуальной жизни, и, собственно, конечно же, даже питание и вес. Все это определяет объем влагалищных выделений. Почему? Да просто потому, что выделение – это не что иное, как ультрафильтрат или транссудат плазмы крови из тех сосудов, которые кровоснабжают шейку матки, саму матку, влагалище. И туда, конечно же, неизбежно попадают продукты сальных, потовых желез, желез вульвы, бартолиневых желез. Собственно, вот эта вся горячая смесь и представляет из себя влагалищное выделение. И цвет, как ни странно, это тоже 50 оттенков белого, иногда серого, иногда бежевого, иногда прозрачного. Опять же, все определяется гормональной насыщенностью, в первую очередь эстрогенной насыщенностью женского организма. И консистенция, соответственно, тоже очень вариабельна, и плюс она же определяется и наличием у женщин той же самой эктопии шейки матки, эктопии цилиндрического эпителия тоже несколько влияет на качество влагалищных выделений. Коллеги, некоторые женщины жалуются на запах своих собственных влагалищных выделений, но запах такой отсутствующий или немножко кисловатый – это абсолютная норма. Но надо принимать во внимание, что некоторым женщинам совершенно здоровым, без признаков инфекционно-воспалительного процесса, аромат своих выделений будет доставлять неприятные ощущения, поэтому наша с вами задача каким-то образом таким пациентам помочь, а как это сделать, мы сегодня тоже можем обсудить. И выделения не должны раздражать ни слизистую вульвы, ни влагалище, ни кожу промежности, но по сути с такими симптомами мы тоже можем столкнуться у совершенно здоровых женщин. Совсем недавно на одной моей очной лекции в Москве мне был задан такой вопрос: а что делать, если женщина во время овуляции испытывает какой-то невероятный комплекс раздражения, жжения, зуда, хотя при этом мы не находим никаких намеков на инфекционно-воспалительный процесс. Да, эта ситуация тоже возможна, это не так часто встречающиеся истории, но истории, очень часто ставящие нас в тупик, потому что мы должны стоять на своем и ни в коем случае, на своем тезисе, что пациентка здорова, и вот эти вот реакции связаны либо с такой чувствительностью вульвы, и проблема может быть в коже вульвы и в принципе в производных эпидермиса, выстилающих кожу промежности и слизистую вульвы, либо действительно в какой-то насыщенности вот этой вот слизи, которая в огромном объеме выделяется во время овуляции, цитокинами или какими-то еще биологически активными молекулами, которые могут раздражать слизистую. Вы знаете, коллеги, это, конечно, не очень доказательно, но, например, у меня есть такой, сразу же в практическом контексте хочется один момент разобрать с вами. У меня есть такое наблюдение. Некоторые мои пациенты очень регулярно, с какой-то периодичностью такие женщины встречаются, жалуются мне на какой-то улуковый запах выделения. Для меня это было сначала каким-то непонятным открытием. Я лично ничего подобного не чувствую. Осматривая пациентку, некоторые женщины рассказывали мне о том, что им кажется, что, заходя в помещение, все на них чуть ли не оборачиваются в ужасе от этого самого какого-то мифического запаха лука. Именно лук, наверное, является таким вот топ-овощем, который почему-то вдруг охарактеризовал часть выделений моих пациентов. И вы знаете, какой тут я применила, помимо того, что, естественно, я направляю таких пациентов на психиатрическую, пусть не экспертизу, но, по крайней мере, к врачам
этого профиля, а я начала таких пациентов тестировать на железодефицит, и одним из признаков железодефицита действительно является изменение каких-то обонятельных ощущений, и у некоторых пациентов, вот это мое наблюдение, я не претендую на истину в конечной инстанции, вы можете меня там закидать чем угодно, дизлайками и какими-то еще неодобрительными жестами, но это мой опыт, и я хочу с ним поделиться с вами. Я восстанавливала латентный железодефицит, который, как известно, очень часто проявляется такими обонятельными искажениями. И часть пациентов, не знаю, в связи с этим или просто мои речи были довольно-таки убедительными, вдруг избавляются от этого неприятного симптома, как запах своих собственных выделений. Ну, в общем, все, что я хотела сказать о том, что да, даже норма может раздражать. Норма раздражает не только наших пациентов, но почему-то некоторых врачей, которые придерживаются принципов какой-то староверской медицины, да, или шаманской медицины. Это те врачи, которые с ужасом, обнаружив для себя наличие в вот этой вот палитре видового многообразия какие-то страшные названия, если еще где-то они видели, что эти названия ассоциируются с какими-то инфекционно-воспалительными заболеваниями влагалища органов малого таза, то женщина попадает в западню. Ее начинают бесконечно лечить какими-то совершенно ненужными препаратами, причем, как правило, такие пациентки, пострадавшие, несчастные девушки и женщины вообще не испытывают никаких патологических влагалищных выделений или каких-либо иных симптомов со стороны вульвы и влагалища. Ну и кто в теремочке живет, мы сегодня прекрасно знаем, что микробное разнообразие влагалища – это огромное количество различных видов, которые мало того, что отличаются друг от друга по таксономической принадлежности, они еще, принадлежав к одному виду, могут отличаться своей функциональной способностью защищать вагинальный биотоп, противостоять условно-патогенным микроорганизмам, то есть мы очень разные. Ну и самым важным, наверное, открытием последних лет 20, помимо того, что во влагалище обитают 300 видов различных микроорганизмов, я бы назвала второе открытие, которое, на мой взгляд, тоже врачу-клиницисту не лишне будет периодически вспоминать. Это то, что все женщины репродуктивного возраста, не страдающие инфекционно-воспалительными заболеваниями органов малого таза, можно и влагалище разделить на 5 основных групп в зависимости от преобладания у этих женщин в влагалище одного из видов лактобактерий. То есть, конечно, повезло больше всего тем, у кого в вагинальном биотопе преобладают лактобактерии вида Crisphatus. Это самые активные продуценты молочной кислоты. У них вот этот вот анаэробный гликолиз, который приводит к накоплению лактата, происходит с невероятной интенсивностью, обеспечивая своим хозяйкам, своим макроорганизмам максимальную степень защиты от каких-то трансформаций влагалищной микробиоты в дисбиотические варианты, будь то аэробный вагинит, кандидозный вагинит или бактериальный вагиноз. Меньше всего повезло тем женщинам, у которых в качестве доминирующего вида, это тоже совершенно здоровые женщины, преобладают лактобактерии инерс. Это такие лактобактерии, как я их называю, с пониженной социальной ответственностью, которые в удобных для них условиях вдруг трансформируются переключением генома и переходят на темную сторону, превращаясь в БВ-ассоциированный вид. Примерно обладая таким же патогенным потенциалом, коим обладает Гарднерелла вагиналис, они способны вырабатывать очень токсичный такой продукт, токсин, который разрушает такой мукозальный иммунитет, влияет на множество мукополисахаридов, таких хороших, которые защищают влагалищную слизистую. Ну и, собственно, определить, к какому лагерю примкнула лактобациллус инерс, например, по ПЦР-исследованию или по микроскопии, мы вообще не можем. Но зато, коллеги, вообще сам факт наличия таких недобропорядочных лактобактерий позволяет нам, например, объяснить такую ситуацию клиническую, когда вы уже действительно с порога можете поставить диагноз бактериальный вагиноз вашей пациентки, но подключая лабораторные тесты диагностики, будь то ПЦР в реальном времени или же микроскопия, вы получаете такие результаты. Лактобациллус специес большой концентрации, допустим, 10,6 геном эквивалент на миллилитр, и изобилие лактоморфотипов. Так вот, коллеги, верить нужно себе, а не анализам. И спустя 20 лет работы я заверяю вас, что
это очень правильная позиция, понимать, что управляет всем процессом диагностического поиска врач. То есть каждый из вас только может поставить точку в этой череде, в этом аналитическом процессе, когда вы собираете данные анамнеза, жалобы, клиническую сторону вопроса, да, осматривая пациентки, и уже потом закрепляя, подтверждая или не подтверждая предположительный клинический диагноз своими лабораторными находками. То есть если у вас не состыкуются вот эти вот анализы, то, пожалуйста, верьте себе. Если pH-метрия выше 4,5, вы видите буквально этот огромный объем выделений гомогенных. Женщина жалуется на неприятный запах, ну и мы, в общем-то, у кого чувство обоняния после коронавирусной пандемии сохранилось в неизменном виде, можете ощущать этот аминный или рыбный запах. То есть не забываем и настаиваем на своей правоте, когда наша жизнь сталкивается с такими безжалостными органами, как проверяющие инстанции, когда вдруг нас заставляют признать, что какие-то повышенные лейкоциты или еще какая-то, не знаю, флора и фауна вдруг явилась причиной какой-то трагедии акушерской, да, и здесь мы должны объяснить и обосновать уверенно, что, посмотрите, вот так я выставляю диагноз. Исключительно из двух, как минимум, составляющих. Ну, еще, конечно же, анамнез и жалобы. Это клинический осмотр и лабораторная диагностика. Если лабораторная диагностика не совсем идет, так скажем, в унисон с тем, что я вижу, то я врач, и я принимаю окончательное решение и верифицирую окончательный клинический диагноз. То есть вот этот вот посыл очень хочется передать каждому из вас, чтобы вы чувствовали себя на местах намного увереннее в противостоянии тем самым безжалостным проверяющим, которые почему-то, мне кажется, очень отдалены от реальной клинической практики. Ну и еще один очень важный момент, не знаю, насколько это актуально для вас, уважаемые коллеги, это еще один тип женщин репродуктивного возраста, у которых, как стало известно, вообще отсутствуют лактобактерии. Как так? Есть ли вообще такая норма, которая абсолютно не укладывается в наше понимание нормы? Да, да, и еще раз да. Но, к счастью, такая картина, когда, так скажем, за гомеостаз в пределах нижних отделов женского репродуктивного тракта отвечают не лактобактерии просто потому, что их нет, а условно-патогенные микроорганизмы, которые мы с вами привыкли считать БВ-ассоциированными видами, а именно лептотрихия, атопобиум, мегасфера, эта ситуация свойственна, как правило, представителям афроамериканской или испаноязычной этнических групп. То есть, реально мы с такими пациентками сталкиваемся намного реже. Но если вдруг у вас на приеме нарисуется такая девушка или женщина, не спешите ее лечить. Возможно, это находка, да, точнее, не находка того, что у этой пациентки отсутствуют лактобактерии при отсутствии, опять же, признаков инфекционно-воспалительного процесса в нижних отделах женского репродуктивного тракта, может быть, означать ее такую физиологическую природную особенность. Ну и как работает так называемая гормонально-бактериальная связь. Позвольте, коллеги, несмотря на то, что опыт ваш, конечно же, велик, я вам напомню эту цепочку биохимических, эндокринных, микробиологических событий, которые приводят к тому, что влагалище надежно защищено, как правило, у большинства женщин теми самыми молочно-кислыми бактериями. Это ситуация, когда женщины в репродуктивном возрасте, да, это только картинка, которую мы можем наблюдать у женщин репродуктивного возраста. Вот этой цепочки событий, конечно же, нет ни во время возраста до пубертата, ни в постменопаузе, а в репродуктивном возрасте исключение составляют период лактационной аменореи, анавуляции, ну и, соответственно, гипоэстрогении. Нет эстрогенов, нет лактобактерий. Мысль и тезис очень прост. А в принципе, если мы говорим об основном контингенте наших пациентов, то цепочка событий выглядит таким образом. Через продукцию эстрогенов яичники заставляют созревать вагинальные эпителии. Что такое созревание? Это постепенное накопление гликогена от базальных, парабазальных, промежуточных и поверхностных клеток. Вот эти вот поверхностные клетки, которые образуются на вагинальном эпителии, отторгаясь и разрушаясь, они являются источником питания для лактобактерий. Гликоген, да, в общем-то, и есть тот самый питательный субстрат. Ну и самое интересное, что для многих является таким немножко шок-контентом, что молочная кислота является продуктом жизнедеятельности не самих лактобактерий, а того гликогена или глюкозы, да, которые находятся вот в каждой вот этой вот поверхностной клетке и заключается вот
в нашем женском организме, а не приходят к нам с лактобактериями. А дальше лактобактерии, да, включают вот этот вот анаэробный гликолиз, который, кстати, происходит и самостоятельно, и без участия лактобактерий. То есть образование молочной кислоты – это такой процесс, так скажем, с участием внешних и внутренних своих ресурсов, ну, хотя не все, собственно, внутренние, да, и вырабатывается два стереоизомера таких вот молочной кислоты, это D и L молочная кислота, каждая из которых по-своему важна. Дальше происходит, ну, если на примитивном уровне такое закисление влагалища, что обеспечивает жизнь исключительно тех же лактобактерий, которые, в общем-то, себе и делают эти условия оптимальными, да, то есть pH в пределах 3,8 до 4,5. И, конечно, количество выделений, как мы понимаем, будет напрямую, и объем их, и качество зависит от этих колебаний эстрогенов. Эстрогены у нас тоже, да, мы прекрасно знаем, не константа в течение цикла. И эти колебания, конечно, определяют и не только объем, да, но и состав вот этой цервиковагинальной жидкости в бактериальном аспекте. Что мы видим после менструации? После менструации мы видим такую микробиологию бактериального вагиноза. И в практической, опять же, плоскости очень важно не направить женщину в раннюю пролиферативную фазу, в период окончания менструального кровотечения или вот буквально вот день после менструального кровотечения на какое-то профилактическое обследование. Есть небольшая, но есть эта доля вероятности, которая заключается в том, что вы можете получить ложный бактериальный вагиноз. Вот этот вот физиологический дисбаланс, который свойственен любой женщине в той или иной степени, он в течение 1,5-2 максимум дней возвращается на круги своя. В чем заключается этот дисбаланс? В том, что действительно менструальная кровь за счет высоких значений pH, у крови вообще высокие значения pH по сравнению с вагинальной жидкостью, приводит, ну, буквально к защелачиванию этой самой среды. Дальше мы действительно знаем важность железа, и с него мы начали, значимость железа для нашей с вами жизнедеятельности. Но, как выяснилось, железо имеет играет такую же важную роль в жизнедеятельности строгих анаэробов, тех самых Гарднерелла вагиналис, Атопобиум вагин, Лактобациллус инерс, и они используют железо в качестве факторов роста. Вот разрушенные эритроциты менструальной крови являются источником этого самого железа, и вот этот вот небольшой дисбаланс, диспропорция такой протективной лактофлоры и условно-патогенных микроорганизмов может дать нам ложную лабораторную картинку, и не только лабораторную, но и клиническую того, что женщина якобы страдает бактериальным вагинозом. Поэтому, коллеги, не торопитесь, если уж вам вы вынуждены профилактически оценивать состояние микробиота, то, пожалуйста, отсрочьте этот момент, если есть такая возможность. Еще одна особенность, которая тоже определяет характер выделения, это ситуация, когда появляются новые игроки, а именно эндокринные игроки, да, именно прогестерон. Конечно, меня всегда удивлял тот факт, почему кандидозный вагинит, зуд, дискомфорт, какой-то такой большой объем выделений, когда они приобретают такой более желтоватый цвет, более густую консистенцию, именно все это мы видим в лютеиновую фазу или же во время беременности. И, конечно, у меня был большой вопрос, как у клинициста, почему кандидоз, как правило, возникает перед менструацией. Конечно, ни в одном клиническом протоколе такой информации мне не удалось найти, зато я как, не знаю, какой-то сыщик по страницам PubMed, просидев там не знаю сколько времени, все-таки наскребла по сусекам какие-никакие такие объясняющие мои наблюдения исследования. Исследования заключались в том, что оказалось, что действительно в этом замешан во всем прогестерон, не только эстроген, про эстрогены мы тоже сейчас скажем. Без эстрогенов, конечно же, не живет кандида, да, то есть для кандид единственное условие, чтобы они вообще как-то существовали и выживали, это наличие того самого гликогена, который высвобождается из поверхностных слоев эпителия. Ну, да, обратите внимание, да, какая здесь формулировка, кандидоз и кандиды – это инфекция эстрогенизированного влагалища. Ну и именно эстрогены являются условием того, чтобы кандиды, это же диморфные грибы, которые существуют в двух вариантах, либо они живут как дрожжи, да, либо они живут как мицеллярные, как гифы или псевдомицелии. Так вот, чтобы запустился процесс
патологически, и кандида переключилась из дрожжевой формы в инвазивную гифальную, да, и вот эти гифы начали бы свою инвазию в вагинальные эпителий, обязательным, необходимым и, в принципе, достаточным условием для этого является наличие эстрогенов в организме. Почему? Потому что грибы содержат цитоплазматические рецепторы эстрогенов, стимуляция которых повышает вирулентность и патогенность кандида. Именно поэтому, коллеги, ситуация, когда мы якобы слышим или видим от женщин, или сами почему-то вот попадаем в такую немножко ловушку искажения, что у женщин в постменопаузе или девочек в препубертате фиксируется кандидозный вагинит, это скорее фантастическая реакция или картина, чем реалистическая. Поэтому, конечно, давайте смотреть правде в глаза. Ну и как это все происходит, мы с вами уже обсудили. Прогестерон-индуцированный цитолиз высвобождает гликоген, что приводит к повышению уровня глюкозы в тканях. А вот и тот самый компромат, который мне удалось накопать немножечко на прогестерон, наш любимый, такой очень важный гормон, но, тем не менее, гормон, создающий действительно практически пятизвездочные условия пятизвездочного отеля в вагинальном вот этом вот локусе для того, чтобы кандиды подняли голову и начали процесс инвазии. В чем заключаются эти компрометирующие факты из жизни грибов? Звучит прям очень интригующе. А в том, что было показано, что в условиях инвитро, как только в среду добавляли прогестерон, это увеличило, во-первых, адгезивные способности грибов рода кандида, и плюс второй момент – лейкоциты, стромы, да, которые всегда присутствуют в подлежащих тканях под базальной мембраной, они устремлялись в вагинальную полость и начинали вдруг взаимодействовать со своими собственными комменсалами. Как взаимодействуют лейкоциты? Естественно, модулируя вот такую воспалительную реакцию. Второй момент – которые тоже не менее исследований, я порядка их 3-4 нашла, но привожу вот здесь вот 3. Это история, что тоже в исследованиях инвитро было продемонстрировано, что вследствие подавления прогестероном способности моноцитов ингибировать размножение грибов рода кандида снижалась эффективность иммунного ответа на внедрение грибов. Ну, то есть фактически прогестерон, мы знаем, что он иммуномодулятор, мощнейший, да, и он, конечно, работает именно так. Он подавляет иммунный ответ. Для чего это нужно? Мы все это, акушеры-гинекологи, хорошо знаем, чтобы не было реакции отторжения полутрансплантата, коим является плод. Ну и, собственно, здесь это его суперспособность влияет на руку еще одним обитателям нашего организма, это грибам рода кандида. Ну, не знаю, насколько эта гипотеза, так скажем, удовлетворит ваши наблюдения и поможет вам, ну, по крайней мере, в объяснении каких-то нюансов, но, в общем-то, я с этим как-то живу, других вариантов у нас нет. И, собственно, когда выделение скудно или отсутствует, я с вами поделюсь одной ободряжкой, да, которая очень помогает порой, ну, это может быть жестокая такая вот фраза, но, тем не менее, честно, я ее использую. Когда женщина начинает жаловаться, что из них что-то выделяется, и это их тревожит просто как сам факт, у нее совершенно там физиологические выделения, я говорю, не переживайте. Ну, во-первых, я говорю такую ободряющую фразу, которая заключается в том, что, понимаете, выделение – это как бы индикатор живой, работающей репродуктивной системы. И когда ваши яичники прекратят работать, у вас не будет выделений, ну, если вас это обрадует, то лет через 20, если пациентке там условно 30 лет, у вас уже не будет никаких выделений, потому что вы вступите в новую фазу своей жизни, менопаузу. Не будет эстрогенов, не будет той самой цепочки событий, той самой эндокринно-бактериальной связи. Вот такие недобрые иногда фразы я позволяю себе произносить. Вообще, коллеги, я с пациентами обсуждаю всегда их выделение в контексте следующем. Вот когда мне женщина приходит, но у меня иногда выделение. Я думаю, что это топ-1, да, фраза, которую мы слышим на приеме, если сложить все жалобы, которые амбулаторное звено наше принимает в копилку жалоб, так это, наверное, действительно будет лидер среди всех жалоб. И эта жалоба как бы отражается вот такой фразой из моих уст. Я объясняю, вот смотрите, как выглядит ваше выделение, и по такому сценарию живут практически, ну, плюс-минус все женщины.
которые не используют гормональные контрацептивы комбинированные, либо внутриматочную систему Мирена. Это менструация, естественно, менструацию, видите, менструальную кровь. По окончании менструации вы можете ощутить неприятный запах, у вас может быть немножко такое ощущение, ну, если там женщина занимается сексом, там сухости, и выделения будут самые скудные. Это такой вот самый нижний уровень, да, эстрогенной насыщенности. Дальше, как только мы движемся к овуляции, выделения ваши будут увеличиваться в объеме, и в какой-то момент времени они будут приобретать характер слизистых. Иногда я использую термин даже желеобразных, ну, я думаю, что, наверное, ваш слух не ранит фраза сопливых. Вот эти вот выделения прозрачные, обильные – это признак овуляции. После того, как овуляция происходит, и в вашем организме появляется гормон прогестерон, выделения приобретают характер густых, таких вот белых, да, немножко подсыхающих на белье, они могут быть желтоватыми и достаточно обильных. Я объясняю женщинам, что вот этот период крайне важен для организма, потому что он всегда наивный, да, готовится к продолжению рода и укрепляет свои рубежи лактобактериями, и лактобактерии синтезируют очень много молочной кислоты, и концентрация их максимальна именно на пике развития желтого тела, да, потому что это самый ответственный момент. В этот момент происходит имплантация, и важно, чтобы никакая восходящая инфекция не помешала этому такому иммунозависимому процессу. А если будет такой фактор инфекционный, то, конечно, все это может здорово нарушиться.